Всем привет, друзья! С вами Оля. Готовим творожные сырки без специальных форм, сахара, шоколада и сливочного масла. Все просто и быстро, без сложных манипуляций. Ссылки на источник не будет, это мой маленький эксперимент. Для начала берем 850 грамм творога, у меня жирностью 5%. Вы можете использовать менее жирный творог или жирностью 9% или домашний творог. Смотрите по ситуации. Главное, чтобы творог не был сухим и резиновым. Далее нам понадобится 1 чашка молока объемом 350 мл. У меня жирностью 1,5%. Половину чашки молока выливаем в творог. Оставшуюся половину чашки молока выливаем в желатин. Понадобится 30 грамм самого простого желатина из супермаркета. Это примерно 2 столовые ложки с горкой. Перемешиваем и оставляем желатин набухать на 5-7 минут. Уточню, желатин быстро растворимый. Тем временем в творог добавляем щепотку ванилина для приятного аромата. Для сладости можно добавить сахарозаменитель по вкусу или мед, примерно 3 столовые ложки. Продукты перебиваем погружным блендером до гладкой однородной консистенции без комочков. Еще больше вкусных и простых рецептов вы найдете в моем телеграм-канале. Ссылка в описании, всех жду! Далее набухший желатин растапливаем в микроволновке короткими импульсами или на паровой бане. В сотейнике горячая вода, которая закипает. Сверху ставлю миску, но миски воды не касается. Перемешиваем желатин до растворения крупинок. Нагрев маленький. Так как творожная масса холодная, а желатин с молоком горячие, нам нужно выровнять температуру, чтобы желатин не свернулся крупинками в десерте. Для этого к желатину добавляем несколько столовых ложек творожной массы и перемешиваем. Таким образом мы остужаем желатин. Добавляем распущенный желатин к творожной массе. Перемешиваем погружным блендером. Далее берем стеклянную форму, ту, которая есть у вас. У меня она размером 30 на 20 сантиметров. Выкладываем творожную массу и разравниваем. У меня стеклянная форма с округлыми краями, но если у вас она квадратная или прямоугольная, будет еще лучше. Вы можете использовать несколько форм, если они у вас небольшого размера. В таком виде ставим творожную массу в холодильник застывать. Сразу же приступаем к приготовлению шоколадной глазури. В сотейник высыпаем 2 столовые ложки какао с горкой. По весу это 30 грамм. Добавляем 10 грамм желатина. Это 1 столовая ложка без горки. Вливаем еще 1 чашку молока. Это 350 мл. Перемешиваем. Оставляем на 5-7 минут, чтобы желатин набух. Далее сотейник ставим на плиту, массу перемешиваем до растворения крупинок желатина и какао, то есть мы прогреваем молоко до горячего, но не кипятим. Если остались нерастворенные крупинки какао, пробиваем массу погружным блендером или можно процедить ее через сито. Оставляем шоколадную массу остыть до теплого, на это уходит примерно 10-15 минут. Чтобы мед не потерял своих полезных свойств, добавляем его в остывшую шоколадную массу. Понадобится 1 столовая ложка по вкусу. Если для сладости вы используете сахарозаменитель, тогда добавляйте его сразу же или на этом этапе, когда вам удобно. Достаем творожную массу из холодильника. Прошло примерно 40 минут. И этого достаточно, она уже схватилась. На ложку, чтобы не сделать углубление, выливаем шоколадную глазурь. Разравниваем. В таком виде ставим десерт в холодильник минимум на 2-3 часа, чтобы он хорошо застыл. Спустя время вот что у нас получилось. Разрезаем десерт на порционные кусочки. По вкусу данный десерт максимально напоминает сырки в шоколаде. Творожная масса держит форму, но в то же время она нежная и не резиновая. Шоколадная глазурь сверху не горчит, но добавляет насыщенный шоколадный вкус. Она очень нежная. В комбинации получаются менее калорийные, но не менее вкусные сырки в шоколаде. Они умеренно сладкие. Порция большая, сырков много, их несложно приготовить, а есть можно несколько дней. Если хотите приготовить этот десерт в виде творожного
творожного желе, тогда в творожную массу добавьте 20 грамм желатина вместо 30 грамм. В шоколадной массе ничего менять не нужно. Получится более нежный творожный десерт. В общем, рецепт интересный, если понравился, пробуйте. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Как всегда, прошу поддержите меня лайком и подпиской. Жду ваши отзывы в комментариях. До новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.